Грабители. Пожалуй, самый нишевый и унылый класс пехоты у всех фракций хаоса. По факту это просто орущие мужики, которые бегут вперед и дохнут. Больше они ничем не впечатляют. У них всегда смешные показатели брони, посредственная атака и защита, и самое главное, абсолютно никаких уникальных фишек. Это классическое пушечное мясо. Парни, которые не способны выстоять не то что против элитной пехоты, а вообще против любого вменяемого отряда. Мы привыкли их использовать как мясную стенку, задача которой просто задержать врага, пока нормальные юниты делают работу. Но сможем ли мы пройти кампанию, используя только этих бедолаг? Вопрос на миллион, и ответ на него даст Дечала. Эта змеючка появилась в игре недавно, но уже вовсю рвет имитациевыми клинками. Для нашего челленджа она ключ к успеху, ведь ее главная особенность — лютое усиление всей недемонической пехоты. Только под ее хвостом эти бомжи начинают напоминать нечто адекватное. Сможем ли мы, опираясь лишь на грабителей, поработить все земли Катая и заставить самих дракона танцевать под нашу дудку, узнаем в сегодняшнем прохождении. Наши мучения во славу князя тьмы начинаются у укромной пристани на самом дальнем востоке Старого Света. Первым делом активируем технологии для грабителей. Их всего 3, они довольно бодрые и хоть немного подтянут показатели наших коллег. Без жалости увольняем из армии всех настоящих воинов. Сегодня только хардкор, только мясо. Активируем всплеск возбуждения. Уникальный баф Дечалы на опыт, который покупается за рабов. На этой валюте стоит вся экономика фракции, так что привыкаем торговать жизнями. Теперь мы точно готовы к первой стычке с гоблинами. Справедливости ради, именно у Сланеш самый гибкий ростер грабителей. Тут тебе и отличные щитовики против стрелков, и парни с копьями против кавалерии, а позже появляются и ребята с плетями, которые накладывают яд. Казалось бы, живи и радуйся, но на деле, играя за пушечное мясо, ты рассчитываешь только на лорда, героев и количество тел. Если многорукая перестанет вывозить, армия моментально поплывет и нам кранты. Хорошо, что на старте нет серьезных противников, будет легко, думал я. Ага, разбежался. На практике каждый бой превратился в затяжной и душный цирк. Даже первый замес против слабаков растянулся на 3 минуты, несмотря на полную доминацию. По факту, королева змей могла бы закончить все сама, потому что грабители просто отказывались наносить урон. Они просто стояли и смотрели, как госпожа в одиночку вырезает зеленокожих. После боя обязательно восполняем потери. Золото и рабов у нас будет завались, а вот армия разгоняется медленно, так что бережем каждую голову. Дальше штурм города, хотя со стороны это больше похоже на пьяную потасовку в рисовых полях, здесь все еще душнее. Врагов в 2 раза больше, а на грабителя надежды никакой. Танцовщице с клинками пришлось нарезать 200 кругов вокруг орков, чтобы вырвать победу. Да уж, старт получается в стиле только Дечала, а не только грабители. Но первый город взят, а значит пора прибирать к рукам всю провинцию. В отличие от других последователей Сланеш, у нашей многоруки вместо привычного очарования отрядов есть механика скверны. Она жестко ослабляет врагов перед боем, особенно стрелков. Для нас это критически важно. На старте мы боимся любого маломальского вменяемого лучника, который способен превратить нашу мясную стенку в решето за один залп, а лорд и вовсе отправится на тот свет. В итоге автобой расщедрился на легкую победу почти с нулевыми потерями. Такое нам понравилось. Последним городом в провинции становится Врата Куриш. Это наша стратегическая цель номер 1, ведь без полноценной столицы играть за госпожу то еще удовольствие. Бой, как и ожидалось, выдался мега душным. Танцовщица Инда, несмотря на всю свою грацию, даже ворота выбить не смогла. Ее туда просто впустили, и пришлось всей толпой мужиков лезть по лестницам под градом стрел. Даже герой карабкался на стену, потому что через узкий проход такой объем мяса опустить нереально. Это были самые душные и потные 17 минут моей жизни. В один момент наша красотка оказалась на грани смерти. Я уже мысленно нажимал кнопку выйти из компании, благо чудом удалось ее вытащить и засейвить. Итог закономерен. Грабители в этом замесе были просто декорацией, а Дечала пахала за пол армии. Классика этого челленджа. Первая провинция наконец-то в наших руках, а значит пора выдвигаться прямым маршем на Катай. Первым делом нанимаем еще одного лорда, чтобы не терять драгоценное время. В этом челлендже мы можем тащить только числом, так как качество это явно не про нас. Объявляем войну кочевникам горящего ветра. Это будет первая катайская жертва наших крикунов. Легко порабощаем первое поселение и сразу берем курс на запад, чтобы закрыть в кольцо
местных любителей риса. Тут я решаю сделать ход конем, отдаю свеже захваченный город дереву в обмен на вассалитет. Это обеспечит нам прикрытую спину, так как ящеры уже вовсю точат зубы на наши тылы. Но стоило мне захватить столицу Фухун, как я увидел странную картину. Несчастные катаются в ужасе, от кого-то убегали. Сначала подумал, что они идут отбивать свои земли, но реальность оказалась куда безумней. Их порабощал сам Железный Дракон, а следом за ним по пятам гнался Бальтазар Гельд. Я немного завис. Казалось бы, Катай должен сражаться против хаоса, а не устраивать резню среди своих. Впрочем, нам это только на руку. Я долго взвешивал все за и против, в итоге совершил невозможное. Обменял свежую столицу на вассалитет с Жаомином. Дракон на побегушках у змеи? Иронично. Видимо, у кого-то особый фетиш на чешую. Чтобы наш союз стал по-настоящему крепким, я сразу объявил войну Бальтазару. Общий враг сближает лучше любых договоров. Хаос и Катай бок о бок против империи. Реально. Канон. Конечно же, во влажных мечтах Сланеш. Но компания есть компания. Чем она безумнее, тем интереснее ее отыгрывать. Бальтазар, надо отдать ему должное, держался достойно, но автобой быстро расставил все по своим местам. В итоге великий маг человечества упокоился с миром. Или с хаосом, тут кому как ближе. Но расслабляться рано, впереди весь огромный юг Катая. И начали мы его покорение с вассалитета еще одного катайца, нефритовых хранителей. За крошечное полумертвое село эти парни готовы были продать и мать, и родину. Я знал, что они любят золото, но не думал, что настолько. Впрочем, какая разница, уничтожить или подчинить, Сланеш все равно. Главное, чтобы это было красиво и грациозно. Раз уж половина Катая и так извивается под моим хвостом, пора найти новую жертву для наших клинков. Выбор пал на Скавину. А чего эти крысы трогают моих людишек? Они мои рабы. А этим шерстяным паразитам здесь точно не место. Схема отработана идеально. Очередной слуга-катаец присягает на верность за очередное пустое село. Да, жадность людей точно погубит. Попутно добивая остатки несчастных вампиров, которых и так бы стерли с лица земли, и двумя армиями иду душить крысюков. Бои идут как по маслу. Оказалось, что скавинские лидеры тоже используют одно только слабое мясо. Походу, я не один в этой компании выполняю челлендж на бомжах. И тут я подумал, раз уж я и так собираю коллекцию рисоедов, то почему бы не прибрать к рукам и Мяолин? Кто она там, принцесса или императрица? Перед соблазном получить целый город на халяву не стоит никто. Так что ей придется служить хаосу до конца времен. В итоге крысы оказались заперты со всех сторон, и им не осталось ничего, кроме как терпеть унижение. Ну а что дальше? Ну не со своими же вассалами воевать. Поверьте, я пробовал, игра не дает. А вот и финальный аккорд. Битва со скавинами за Катай. Против нас 3 крупные армии и 2 лорда. А с нашей стороны всего одна армия бедных грабителей. Поехали! Только напал на первую армию, надеясь быстро вырезать лорда, как он просто исчез. Вот так чудеса. Сколько бы я ни рыскал по карте, найти его не удалось. Но самое забавное случилось через 4 минуты боя. Какой-то вражеский командир внезапно скончался прямо посреди войск. Ну, окей, видимо, это уникальный геймплей за крыс. Убежать в инвиз и сдохнуть от стыда. Бой, как обычно, был долгим и душным. Приходилось постоянно разделять силы врага, чтобы хоть как-то пробить их мораль. В итоге я так и не увидел ни одного вражеского лорда в лицо. 3 армии просто сбежали. По итогам боя у меня нулевые потери, а у скавинов, ну почти тоже без потерь. Но игра просто взяла и стерла 1000 крыс в ноль. Типичный Вархаммер. Раз весь Катай уже и так мне служит, отправляю героя на разведку к нефритовому дракону. Гулять так гулять, надо подмять под себя вообще всех. С крысами покончено, так что иду кошмарить крокодила на юге, чтобы окончательно зачистить землю. Раз уж у нас с катайцем и любовь, придется убивать всех, кто мешает нашему счастью. И вы не поверите, стоило мне выйти на западную сторону, как я увидел одни руины. Оказывается, здесь вовсю развлекается собиратель черепов. Этот парень, походу, втихую выполняет мой челлендж по разрушению мира за 100 ходов. Ну что ж, не буду мешать профессионалу. Раз зеленого дракона больше нет, добьем остатки живого на юге. На закуску у нас остался бедный пират Локхер и недобитый крокодил. Шансов на выживание у этих парней было ровно 0. На этом этапе достойных соперников на карте просто не осталось. Все бои проходили на автобой и почти без потерь. Пока Локхер испускал последний вздох, где-то на фоне
окончательно откинулся крокодил, и сижу я такой, смотрю на карту и думаю, что-то как-то, ну, слишком легко. То ли змеюка слишком имбова, то ли зря я весь Катай под себя подмял, но я не виноват, что они за сраное село сами в рабство просились. Чтобы хоть как-то развлечься под конец, я решил добить бедного Виллича, и чисто по приколу еще и гному хаоса вассалитет взять. Объединил, так сказать, силы, чтобы пойти и набить морду Гримгору. Тем временем на Дальнем Западе мои культы уже разрослись до небес, я был готов прыгнуть туда дычалой и показать собирателю черепов, кто тут главный мастер геноцида, тем более мой второй лорд уже заждался подкрепления. Да, я только приказ и в люстре начался бы сущий кошмар, но задача на сегодняшний челлендж выполнена. Весь Катай принадлежит мне. Живых остались только змеи и любители риса. Короткая кампания завершена, а вот с длинной вышел конфуз. Она обязывает нас уничтожить Катай, но как бы я ни старался, напасть на собственных вассалов в этой игре просто нельзя. Так что длинную кампанию я технически просрал еще на старте. Ну и бог с ней. Главное, что грабителей посмотрел, Катай починил и змейку накормил. Думаю, Сланеш доволен. Или довольна. В общем, оно в восторге. А мы с вами на этой ноте заканчиваем. Увидимся в следующем прохождении, которое, надеюсь, будет по-настоящему хардкорным. Удачи, юные хаоситы!